Приезжаем мы, значит, на место встречи, а Олег здесь уже вхерачился. BRP не едет! Как сам? Ничего. Здорово! Здорово, мужики. Олег, ты не выдержал, блин, уже покорить давай. Да хуй скажет, вас не дождешься. Не, быстро приехали. Да Бигхорн! Бигхорн, но он опять как накачанный. Я сейчас спустил, он аж 0,2 где-то, наверное. Ну что, надо будет спасать младшего BRP-ста. Для этого надо спустить колесики. Встану перед тобой, квадроцикл, на колени. Так, первое движение, которое нужно сделать, это обязательно заменить вот такие колпачки на вот такие. Если на CF хотя бы пластиковые имитируют какой-то вот этот вот зацепы, чтобы можно было стравить, BRP вообще не заморачивается. Автомобильные вешает. Плюс соски большие. Вообще молодцы. Техника превосходства. Мы BRP были, а остальное похер. Хотите покупайте, не хотите нет. Эх, а здесь колесик еще с целочкой. С надписью BRP. Эх, как приятно на новые глядеть. Ну что, спасательная операция Олега. Его 650-го хмыря. Нет, ты можешь слезть. Да не, он сейчас с лебедкой пойдет нормально. Не, там знаешь, что Олег! По чуть-чуть, медленно, что ты пилишь-то? Еще медленней. Еще медленней. Можно еще медленней. Вот. А если он слезет, он у него на нас вылезет и пойдет. Эх, сововка не видать. В Пампасы, в родную свою стихию. Как же я люблю снег, особенно когда его много, особенно когда сугробы. Ну что, на правах литра пробуем? Блин, он ползет, конечно, не как CF. Туда? Что, попробуй чуть вперед шевельнуть? Да. Назад? Ага. Что, попробуй вперед или не надо? Фу!
нормально едет. Это что он туда снега навалил. Так чуть не по пояс. Вовчик на ЦФ-ке на 600-ке. Ползет, за перепишками не отстает. Почти. Стоп. Отходи. Ну и потолку. Первые 40 минут нашей катушки проходит вот так. Лебедка здесь. Лебедка там. Давай, больше лебедкой, чем колесами. Колесами только чуть-чуть помогаешь. Спасательная операция в обратную сторону. Погоди. Он что, видишь, маленькие обороты не любит. И с криком «Херли вы тут столпились!» проложил новую трассу. Вот что со сцеплением заебись. Тушинка! На малых, блядь. Тык-тык-тык-тык. Тушинка, видите? Да, Он, во-первых, рукой толкаю. он легкий. Что, достаточно? Я думаю, да. Он легкий и это, малые обороты. Ну что, погнали? Давай. Я очень неожиданно такой глубочайшей колеей, таким глубочайшим сугробом пролетел на оборотах. Действительно, он прет, несмотря на такую резину. Ну и снег становится такой, более приминаемый. Вот сейчас Вовчик по прорытой мной колее, не знаю, поедет, нет, сможет, не сможет. Вон он едет, Олег сзади подталкивает. А тут газку надо, хотя за счет легкости у него... Блин, передком гребет, конечно. Все. Вот здесь вот еще глубина. Вот тут еще очень глубоко. Стой, Вов. Стой. Сейчас Тебе попробуй проехать. надо будет отъехать вон до туда, где твердо. И докуда долетишь? Я серединку пробил, протоптал. Она так держать не будет. Где сядешь, оттуда потянем. Прям к газу. Не, ну не так же.
Едем на лебедке. Поехали, пока едете. Зря лебедку сломали. Уважаемые зрители, проехали 300 метров и по полной устали. По полной устали. Вот. Тут еще почему-то пацаны решили, что надо сломать лебедку, выдернуть с нее трос. Силы много. Еще не потратили в этих 300 метрах такого клевого снега. Сейчас чиним лебедку. Едем до асфальта. А там посмотрим, слабаки мы и вернемся назад по асфальту. Или отдышимся и все-таки поедем по намеченному маршруту. Ждем, верим, надеемся, поедем. Идем спасать Олега. Ходом шел и вперемет как всадил его. И похоже, садил очень хорошо. Летит-то. Там еще сильнейший перемет впереди. Большой. А там что-то сплошный перемет впереди. Так, ну сейчас какая наша тактика? Олег там в перемет всадил. Квадр. Там даже залебедиться не за что. Тащить его не вариант. Сейчас попробуем. Я здесь выхожу напрямую и ухожу правее вон вдоль кустиков. Там вроде снег помельче. Ну и постараюсь обойти Олега, а там в крайнем случае он за меня залебедится. Да, он в сравнении с CF Moto едет по-другому. Он легкий, у него не такая широкая рама. Он у меня начинает садиться, я вот чуть его весом качну туда-сюда, и он попер. Я думал, что я вон там уже вхерачился. Хорош. Так. Есть контакт. Ох, с лебедочкой-то получше идет. Что-то меня, правда, тянет. Глубокий там снежок. Давай, Боливар, давай. Вовчик на прогулке с своей 600-кой. Нахрен ехать, если можно катить. Он его взял нежно за талию и ведет. Вов, на нем ездить надо. Ты смотри, что взял и провел. Вот Олег присоединился. Вот теперь 600-ка, 2 человеческих силы. Ну, нормальная проходимость. Сейчас они в Олежкины следы зайдут и посадят. Вы зачем сюда-то полезли? Здесь по пояс, вы зачем сюда-то? Тебе надо наоборот, вот сейчас вот чуть подъехать, до куда он едет. Чуть отъехать и будешь цепляться. Так, и дальнейшая наша тактика какова? Сейчас я пробую краем дороги. Да, конечно, снежок подсел. Идет вообще чудесно. Снежок стал сырой. Уже немножко притаптывается.
Еще через часок при такой погоде, при такой температуре, он вообще будет классный. Олег жиганит по полной. Ему тоже хочется погазовать. Олег пытается доминировать, но забыл, что сменил резину сегодня. Почувствовали, что едет. Но не до такой степени, чтобы вообще наглеть. Нормально. Оверрайд помогает. Отъехал бы ты. Хорошо, однако. Вот мы добрались до трассы. Так, решили мы вкинуться кофеечком перед дальним походом. Для Вовчика глубоковато. Закопал? А? Закопал? Не, мне кажется, он просто толкнул. Или потянуть? Погнали! Снег становится глубок. Едется похуже. И дышится потяжелей. Фу. Олег все время в странной позе преодолевает глубокие места. Причем, как ни странно, поза работает. Блин, очень нехило у Вовки идет. 600-очка на 28-м вилтанге. Бля, Вовчик, у тебя классно идет. Приехали на то место, где были 2 недели назад.
где катались на спущенных колесах. Но снега было намного меньше, но он был сухой после мороза. А сейчас он, хоть его и навалило вчера очень много плюсом, наши следы практически не видно, старые, но он сейчас стал сырой, притаптывается. Ну и, в общем-то, едем, катим. Хорошо катим. Можно шарахнуть в эту сторону через сок. После сильных морозов, наверное, вряд ли провалимся. Озерцо. И здесь мы катались, вон следочки еще даже видно. Лавкач! Хмырек, блин. Это у тебя хмыренок. Блядь, да. А если был бы хмырь? Ребятки там резвятся, блин, а я вперся. Наверное, пора эвакуироваться отсюда. Что-то как-то застрял совсем. Пора отсюда выезжать. В такой позе у тебя круче всего получается. Переносит весь назад. Только снегоходку нельзя серединой пускать. Пошли. Сейчас Олег будет форсировать перемет с овражком. Опа! Ходом даже не заметил. Чуть бы скорости не хватило, провалился, уперся. Здесь как маленький овражек, снегоходный след и сугроб, как полка. Ну а сейчас Вовчик по Олеговым следам. Давай, Иван. Газку. Ну, прошел. Олег тут что-то раздает, по этим прыгает. Че, сугробы понравились?
моим так не прокатит. Я Вовку выкинул, газ заклинил, блин, и умчал в Курумыч. Короткий лайфхак. Этот искатель приключений все-таки вырвался из снежной ловушки. По мелкому ему не ехалось, залез в самый перемет. Красота. Сил мало осталось, но все равно красота. Вот беседочка ВДВ. В прошлый раз здесь пили чай, перекусывали. Завтрак туриста. Хотя по времени суток, если судя, у нас не завтрак, а ужин туриста. Чаек. Колбаска, хлебушек, шоколад, конфеты. Все как положено. Хомячим. Братцы-пограничники, катаемся на квадрах, преодолеваем снежные сугробы, балдеем, кайфуем. И нашли вот такой вот столбушок. Пограничный, настоящий столб на реке Сок у нас. Братцы-погранцы, всем привет! Не доскочил. Куда объемся в потемках, хер её знает. Набуксовались, натолкались. Теперь не знаем, где взять дорогу. Не знаю, видно меня, нет. Не знаем, как найти дорогу. Замучились. Метет. Ни хрена не видно. Дождь кончился, теперь снег начался. Сил нету. Но есть запас провианта. К сожалению, нет сухой одежды, нет палаток. А так, в принципе, до утра у нас автономного существования как минимум в запасе. Есть чай, есть вода, есть бензин в квадрах. Есть, правда, желание домой попасть. Населенные пункты недалеко. Самара вон вдали светится. Очень вдали. Ну вот сейчас никак не поймем, где дорога. Сунулись вроде как по заметенной дороге. Сунулись в эту сторону.
Но тут оказалось, что то ли уже намело такие огромные сугробы на овражке, то ли дороги, может, здесь и нет, может, кажется, что она там есть где-то под снегом. Но в итоге уперлись, набуксовались, вернулись обратно. Сейчас попробуем уйти левей. Все-таки здесь бугорок. Может быть, пробьемся. Ну, а если нет, будем возвращаться по старым следам, по своим следам. Хоть их маленько подзамело, но все равно здесь, по крайней мере, знаем дорогу, знаем, куда ехать. Если что, мы где-то здесь. Вот. Вовчик тащит. Вышли к цивилизации. Но то, что справа, не в счет. Здесь одни усопшие. Ну вот, сегодняшняя покатушка наша в основном закончена. Остается последний короткий марш-бросок до города. Здесь порядка 7-8 километров. На мойку. Быстренько ставим технику, сушимся. И завтра с утра в новый бой, в новую катушку. Ворвемся, попрем, помчим. Покорять новый горизонт. Да. С клубом новый горизонт. Новый горизонт нас завтра ждет. Завтра планируется довольно-таки много народу. Еще погодка не подвела. Сегодня было классно. Очень понравилось. Особенно под вечер, когда снежок стал такой мягкий, липкий. Классно было катать. Ну и все. До новых встреч. Вовчик. С Олежкой мы сейчас еще на мойке. Ну вот, наконец-то выбрались из снежного плена. Наплутали. Накатались. И сейчас на мойке. Сейчас нам их отольют. Снежок весь отовсюду выбьют. Отогреют и помоют. И завтра на покатушку как на новых поедем. Хотя какие уже новые? Пробег больше 100. Пора менять. Серега, давай. Давай. Ну вот и все. Сегодняшняя покатушка тоже закончилась. О, сегодня была тяжеленная, очень тяжелая покатушка. Со льдом, со снегом, с метелью, с дождем, с оттепелью, с последующим морозом, который замерзал на одежде, вот до сих пор колом стоит, не гнется. Очень холодно под вечер стало. Но с учетом того, что промокли, все это примерзает, все это замерзает. Ехал, подогрева руля еще нету, ручек. Перчатки замерзают, не гнутся, довольно-таки тяжело. Но сегодня был огромный фан, было получено огромное удовольствие. Снег после обеда стал настолько интересный, он влажный, он стал липкий, он стал трамбоваться, под спущенными колесами приминаться, и очень интересно по нему стал ехать. Завтра, скорее всего, будет другая погода. Завтра вроде как морозик обещают, лишь бы не было метели. Ну и. В общем, было классно. Маленькая компания, но очень интересная покатушка. Ну и первая моя покатушка на BRP, на новом BRP. Сегодня я его наконец-то выгнал. Правда, еще на маленьких колесах. Колеса в ближайшее время будут сменены на 30-е. Планирую поставить 30-ю ЗИЛ с двойным бэдлоком. Вот тогда будет кайф накататься. Травись в ноль и кати. Но тем не менее, сегодня очень все понравилось. Сегодня было классно. Всем пока. Счастливо. Удачи.